Привет, друзья! Меня зовут Роман Супер, я кофаундер компании Relocate, и сегодня я расскажу вам про свой переезд и свою жизнь в Великобритании. Честно говоря, мне не нравится слово «переезд», потому что это что-то необратимое, фатальное. Мне нравится думать, что я гражданин мира и что я могу в разные моменты своей жизни жить в разных местах и не быть ограниченным каким-то визовым режимом. Поэтому в целом про то, чтобы пожить в Старом Свете и как-то путешествовать по миру, я думал очень давно. Я рассматривал разные варианты, и как человек, который родился и всю свою жизнь прожил на севере, в Подмосковье, вот, я, конечно, в первую очередь думал про южные страны, про солнце, про море, про красивых загорелых людей, про какое-то беззаботное времяпрепровождение. И уже практически смирился с мыслью, что это будет Испания. Я уже даже смотрел какие-то варианты по покупке недвижимости там. Но в последний момент я узнал про существование программы Global Talent UK. И оказалось, что каким-то волшебным образом я соответствую критериям этой программы, и путь в Британию мне открыт. И тогда, собственно, пазл в моей голове сложился. Первый из них, наверное, он ключевой, это английский язык, потому что так получилось, что я говорю только на русском и английском. И, конечно, когда ты переезжаешь в страну, у тебя есть возможность коммуницировать, читать вывески и ценники в магазинах, учиться в университете, решать какие-то свои бытовые нужды. Это очень сильно облегчает процесс переезда. Плюс все-таки британская культура и быт в Лондоне, он очень сильно напоминает Москву, и ближе он к такому северному укладу, чем, например, жизнь, не знаю, там в Мадриде, в Барселоне, потому что южный темперамент и южный уклад, он очень сильно отличается. Второй фактор — это, собственно, эстетика. Мне очень нравится Британия, мне очень нравится архитектура, мне очень нравится культура. Я в детстве обожал фильмы про Шерлока Холмса, которые были сняты, кажется, в Риге. Вот. Но тем не менее, мне очень нравился дух этой старой Англии с прекрасной архитектурой, с этой неспешностью, с каким-то вот церемониалом, связанным с чаем, с игрой на скрипке. И как показывает практика, я в итоге совершенно не ошибся, потому что Лондон, ну, наверное, просто самый красивый город на Земле. Третий фактор — это, собственно, бизнес, деньги, финансы, стартапы, в общем, все то, что делает Британию и Лондон в отдельности притягательными для людей, которые хотят чего-то добиваться, зарабатывать, запускать новые бизнесы, и работать на себя или в найме, это не так важно. В общем, Лондон действительно мировой экономический центр, финансовый, технологический. И здесь я в своей среде. Четвертое, это, опять же, это ближе, наверное, к укладу, но, наверное, стоит это вынести в отдельный пункт. Это какие-то бытовые удобства и процессы, которые действительно работают. Британия и Лондон в особенности очень сильно напоминают Москву по скорости и качеству сервиса. И, собственно, оцифрованности этого сервиса, потому что ты можешь оплатить метро Apple Pay, ты можешь заказать себе еду на дом, ты можешь забронировать ресторан онлайн, ты можешь пользоваться современными банковскими услугами у себя в приложении и совершенно не париться. Это очень удобно, это стоит примерно столько же, сколько в Москве, и это совершенно недоступно, ну, примерно ни в одном городе Европы, насколько я могу знать. Вот. Последний фактор, тоже ключевой, это же, наверное, не последний, а предпоследний, это расположение. Британия находится в центре всего, и из Великобритании очень удобно до всего добираться. Ну, то есть 6 часов ты в Америке, 2 часа ты в Париже, 1,5 часа на поезде ты в Амстердаме. В общем, какие-то за 50 фунтов ты можешь долететь до Тенерифе прямым рейсом, за те же 50 фунтов до Неаполя. Все это очень быстро, все это очень дешево. Везде развито не только авиа, но и железнодорожное сообщение. В общем, под Британским проливом совершенно спокойно ты можешь в континентальную Европу переместиться примерно мгновенно. Это очень удобно. Ну и вот последний фактор, с которого я начал, это, собственно, доступность программ, да, по релокации, то, что действительно есть Global Talent Visa, есть Innovator Founder программа, есть там ряд других, там студенческая виза, Skilled Worker виза. И это все, во-первых, очень оцифровано, очень понятно, очень предсказуемо и намного проще, чем, например, не знаю, сделать то же самое в Америке.
Вот, потому что получить визу талантов в Америке, это, во-первых, очень долго, это очень дорого, это очень трудоемко, это какие-то невероятные объемы документов, которые нужно подготовить, это какие-то супер жесткие требования, не знаю, там, к публичному профилю, к призванию, там, к доходу. В Британии с этим как-то попроще. Вот. И в конечном итоге Британия говорит очень просто и четко. Если ты развиваешься в IT, если у тебя есть хоть какой-то успешный трек в профессии, мы тебя ждем. Пожалуйста, приезжай, занимайся, не знаю, запускай свой бизнес, иди работай в найм. В общем, мы тебя ждем. Франция мне просто очень симпатична, с очень богатой культурой, архитектурой, с утонченным вкусом, с прекрасной едой. В общем, все в ней великолепно, кроме, может быть, самих французов. А по поводу Америки, это тоже исключительно крутая страна, вообще центр притяжения в земном шаре. Я обожаю путешествовать по Америке и Франции, но, наверное, жить бы я там не смог. Вот, Америка для меня слишком капиталистическая, в общем, слишком она про успешный успех. И мне кажется, что там не хватает немножко вот такого вот наслаждения моментом, да, какого-то такого вайба расслабленности. И слишком все там заряжено на деньги. Я, конечно, в этом нет ничего постыдного, просто это как-то немножко не совпадает с моим внутренним ощущением. По поводу Франции тут наоборот. Тут люди вообще, мне кажется, не думают про деньги, потому что Франция — это страна, которой долгое время управляют социалисты. И, в общем, зарабатывать там сложно. Каким-то образом зарабатывать много, тем более сложно. Претендовать на что-то проблематично, но при этом есть вот это вот наслаждение моментом, неспешность, вкусно поесть или просто выпить прекрасный кофе с круассаном. В общем, это вот про здесь и сейчас, про то, что жизнь прекрасна, про то, что лови мгновение. В общем, две такие крайности, поэтому в моей голове Британия, она такой хороший микс между Америкой и Европой. Ну, то есть там есть вот этот вайб Старого Света, при этом там есть деньги, там есть инвестиции, там есть желание людей и возможности развиваться, зарабатывать больше. В общем, мне кажется, идеальное сочетание. Я выбрал Global Talent, потому что это просто удобно и доступно. На самом деле, это не я ее выбрал, это она меня выбрала. Информация о том, что эта виза существует, меня настигла в неожиданном месте. Я выпивал как-то в пятницу вечером с подругой в московском баре, и она мне так вскользь сказала: слушай, а ты знаешь, что вот есть такая тема, и действительно можно в рамках 5 лет получить британский паспорт, который фактически открывает тебе весь мир, делает его безвизовым и дает тебе вообще кучу преимуществ, особо ничего от тебя не требуя. Потому что многие другие паспорта, например, там американские, обязывают тебя платить налоги, вне зависимости от того, будешь ли ты жить дальше в Соединенных Штатах или нет. Какие-то страны заставляют тебя отказываться от второго гражданства или накладывают какие-то дополнительные ограничения. А британский паспорт в этом смысле оказался невероятно удобным. Я такой, что серьезно, за 5 лет можно получить британский паспорт, и я это могу сделать? Он сказал: да, потому что ты соответствуешь критериям Global Talent визы. Я говорю: я талант, как-то я совершенно не привык о себе думать в таких категориях, как вообще, наверное, большинство людей из постсоветского пространства. Мы все немножко недохваленные, и нам очень тяжело о себе говорить в каких-то восторженных эпитетах. Но в конечном итоге оказалось, что вполне себе я талант, по крайней мере, по меркам программы Global Talent UK. Я выбрал ее, потому что она оказалась просто самой простой и доступной. И плюс она дает возможность находиться в Великобритании, действительно быстро получить британский паспорт. Все другие программы, которые я мог рассматривать, или все другие типы легализации, они были либо сложнее, либо дороже, либо были сопряжены с ограничением в правах. Я думал про литовскую стартап-программу или латвийскую, я уж точно не помню, и там нужно было вложить какое-то количество миллионов рублей для того, чтобы участвовать в этом, плюс это коммит на какое-то долгое время. Я думал про студенческую визу в Великобритании, не только в Великобритании, но если это приличный вуз, то это 1050 фунтов, которые тебе придется заплатить, а может быть и больше. Я думал и уже практически пошел в покупку недвижимости, в частности в Испании,
Но в конечном итоге, после нескольких месяцев выбора квартиры за, в общем-то, большие, ну, для меня, по крайней мере, деньги, я так и не смог найти ни одного нормального варианта, в котором мне прям захотелось бы жить, да, в который мне захотелось бы вложиться. Я думал про, может быть, Америку, но там все эти адвокаты, в общем, и прочие сопутствующие расходы. И оказалось так, что Global Talent оказался самым недорогим вариантом, сопряженным с минимальными трудозатратами, с минимальным коммитом каким-то с моей стороны, с максимальной свободой действий, с максимальным выбором, да, и как бы возможностью отложить, там, не знаю, потенциальный переезд и вообще делать все, что тебе нравится. Как только я узнал о существовании Global Talent Visa UK, я тут же честно признался себе в том, что я не буду этим заниматься. Ну, в смысле, я не потрачу просто ни минуты времени для того, чтобы разбираться во всех этих документах, для того, чтобы разбираться в бюрократических процессах, потому что это совершенно не моя тема. Я от этого просто впадаю в какое-то уныние, депрессию. Я пойду к специалистам, я пойду к тем людям, которые сделают это хорошо, сделают это быстро и сделают это, ну, точно лучше, чем я. Плюс мне кажется, что в конечном итоге я сэкономил и свое время, и нервы тоже, и, возможно, деньги, потому что если бы я делал кейс сам, скорее всего, я бы там что-то почитал, я бы почитал какие-то гайды, я там с каким-то успехом расписал бы все эти документы, но я бы точно сделал бы ошибки, я бы точно что-то сделал не по гайдам, я бы точно забыл бы чего-нибудь приложить, и думаю, что с большой вероятностью получил бы отказ. Подготовка кейса прошла невероятно легко, я потратил на это какой-то минимум своего времени. Честно говоря, я в довольно расслабленном режиме это все делал. Вот, время было мирное, в общем, никто никуда не торопился. И, о чудо, мне одобрили визу с первого раза. Я знаю, что не у всех получается так легко, и не у всех получается с первого раза, но, опять же, если обратиться к специалистам, то вероятность этого снижается. И, опять же, даже если вам отказали, это не приговор. Всегда можно апеллировать, всегда можно переподаться, всегда можно сделать так, чтобы в итоге все было хорошо. Если вы решили идти в этот трек, например, Global Talent, и если вы выбираете подрядчика, то первое, с чего бы я советовал вам начать, это собрать какую-то базовую информацию про визу для того, чтобы иметь возможность поддерживать разговор на эту тему, понимать, кто разбирается, кто не разбирается. В этом бизнесе на самом деле решает репутация. Поспрашивайте у знакомых, возможно, они уже проходили этот путь, и, возможно, у них есть хороший контакт. Сам по себе кейс по Global Talent Visa UK, он не такой большой. Например, если сравнивать его с американскими визами, например, O1 или B1 и B2, там кейсы могут доходить до 2000 страниц. Только представьте себе просто этот талмуд невероятный. В случае с Global Talent на самом деле вам требуется всего 3-5 писем от ваших коллег, чаще всего это руководители, с предыдущих или с действующих мест работы. И вам требуется просто правильно оформленный CV, LinkedIn, мотивационное письмо. Но самым сложным было это процесс подписания вот этих самых рекомендательных писем, потому что фактически о своем опыте, да, о своем каком-то треке в карьере рассказываю не я сам, а как бы рассказывают мои коллеги, мои руководители, и они свидетельствуют то, что я занимался теми или иными проектами, то, что такие-то метрики росли. В конечном итоге для меня было сложнее всего пойти к своим боссам, с которыми у меня, кстати, совершенно хорошие отношения, то есть не было никаких причин в целом беспокоиться, но в моей голове, может быть, там недохваленного ребенка, у меня была фантазия, что как-то меня все отвергнут, никто не захочет подписывать эти мои документы, скажут, вообще, что ты тут понаписал. Не было такого. И я в этом пребывал аж несколько месяцев. В рамках кейса нужно прикладывать физические документы, которые свидетельствуют о том, что я работал в тех или иных компаниях, то, что компания оценивала меня высоко. Да, и в моем случае это были какие-то опционные контракты, это были там прочие внутренние документы, связанные с моей мотивацией. И, по сути дела, это NDA. И, ну, как бы, я не могу делиться этой информацией, но тем не менее, да, как бы этого требует Tech Nation, Endorsing Body.
который рассматривает, собственно, кейсы, рассматривает и принимает решения о выдаче визы, и они обязуются, что эта информация конфиденциальная, ваша, никуда не будет передана третьим лицам. Я не могу вспомнить ничего прям такого суперсложного, связанного с процессом получения визы или переездом в Великобританию. Не знаю, может быть, мне повезло, или вокруг меня были люди, которые готовы были, в общем, мне как-то посоветовать что-то, поддержать. И даже те места, в которых люди часто спотыкаются или им бывает сложно, например, не знаю, первая аренда квартиры в UK, потому что это процесс, построенный совершенно отличным принципом, чем в России, у меня это не вызвало вообще никаких проблем. И лендлорды британцы оказались вообще просто совершенно прекрасными людьми. Пара такая лет 50-60. А потом оказалось, что, собственно, Сэм, да, вот основной мой лендлорд, он вообще актер в Голливуде, в общем, снимался в фильмах с Джорджем Клуни. И я потом даже пересматривал эти фильмы. Ну, в общем, никаких проблем у меня не было ни на одном из этапов. Ни в получении эндорсмента, ни в получении BRP, ни, собственно, с переездом, ни в прохождении, там, не знаю, паспортного контроля, границ, ни с устройством на работу в Великобритании. Я какое-то время работал в Великобритании, в британской компании. Ни в аренде, ни в уплате налогов, ни там в каких-то коммунальных историях. Сама Британия сделала все для того, чтобы этот процесс все-таки проходил максимально безболезненно. В качестве совета могу сказать, что используйте нетворк и разговаривайте с теми людьми, которые уже проходили этот путь, такими как я, например, и они всегда вам помогут. И, возможно, это поможет вам избежать каких-то проблем, нервов, стресса и ошибок. По поводу политической ситуации, санкций, это всегда такой тонкий лед, да, в наше заряженное нервное время, поэтому говорить на эти темы всегда приходится крайне аккуратно. Но я могу сказать так, вот основываясь на моем личном опыте и на опыте, собственно, наших клиентов, да, в рамках Relocate, политика вообще не влияет на этот вопрос и процесс получения визы. Вот таким вот, казалось бы, удивительным образом, но, с другой стороны, очень логически предсказуемым. Потому что Британия говорит примерно следующее. Мы заинтересованы в привлечении качественных экспертов и специалистов в нашу экономику. И если вы такой человек, если у вас есть экспертиза, навыки, которые могут пригодиться нашей стране, то, пожалуйста, мы вас ждем. Но получил я визу уже после февраля 2022 года, если я не ошибаюсь, это было в апреле. Ну, то есть само рассмотрение было фактически вот в самое напряженное время начала военного конфликта. И в моем случае одним из 5 людей, которые подписывали мои эти рекомендательные письма, да, которые свидетельствовали о моем успехе, вот одним из этих 5 человек был человек, который находился на тот момент под индивидуальными санкциями Евросоюза, если я не ошибаюсь, Великобритании. И это вообще никак не повлияло. Ну, то есть никаким образом. Я получил визу с первого раза, и никого это совершенно не смутило. Насколько я знаю, вплоть до текущего момента политический фактор вообще не имеет никакого влияния на процесс одобрения и получения визы. Вы можете работать в российских компаниях, не знаю, там, в украинских, белорусских, каких угодно. Вы можете показывать какие-то публикации из русскоязычного сегмента. Вы можете предоставлять контракты рабочие из своих российских компаний, где вы работали. Вы можете показывать какие-то свои российские деньги. В целом это не имеет никакого значения, они не имеют цвета в глазах эндорсеров, в глазах тех, кто принимает решение о выдаче вам визы. Весь процесс получения визы, если считать с момента, когда я непосредственно начал заниматься оформлением кейса, занял у меня, наверное, чуть меньше полугода. Ну и то потому, что я не торопился вообще, и я начал заниматься визой, по-моему, в сентябре 2021 года и закончил в апреле 2022 года. То есть это уже когда мне пришел эндорсмент, одобрение.
При этом, как я уже говорил, например, я прокрастинировал и не мог подписать рекомендательные письма 2 или 3 месяца. То есть это просто впустую потраченное время по моей вине. Но я действительно на тот момент не торопился. И более того, даже после того, как я получил эту визу, я продолжал находиться в России еще какое-то время. И фактически я уехал в конце сентября 2022 года, как раз когда была объявлена мобилизация. На самом деле так совпало, да, просто у меня как бы был ряд проектов в Великобритании, которые подразумевали то, что мне нужно находиться там физически, и на тот момент уже стало понятно, что я увольняюсь из компании Яндекс. К сожалению, компанию я эту до сих пор очень люблю и до сих пор общаюсь со всеми своими бывшими коллегами, но тем не менее. Весь процесс, если говорить про прям переезд в Великобританию, занял у меня год. Но я думаю, что мой случай не очень показателен. Точнее, у каждого он будет свой. И сейчас я знаю, что весь процесс переезда, вот в тот момент, когда вы приняли решение и начали заниматься этим вопросом непосредственно, он может занять 3,5-4 месяца. Наверное, вот это самые короткие сроки, которые можно закладывать. Я имею в виду от момента, когда вы приняли решение, да, я сейчас сажусь и начинаю этим заниматься, до момента, когда вы уже, собственно, взяли билет, сели в самолет и поехали в Великобританию. У вас есть все документы для того, чтобы въехать на территорию в новом статусе. Вся моя виза, включая страховку, обошлась мне, ну не знаю, может быть в 6 или в 7 тысяч фунтов, вот примерно так. Основные траты — это квартира, это то, что, собственно, требует контракт, который вы заключаете с агентством и с лендлордом. И в большинстве случаев, так как вы для Великобритании являетесь новорожденным, у вас нет никакой ни кредитной истории, ни истории, там, не знаю, владения недвижимостью или аренды недвижимости, то вас рассматривают очень пристально, от вас требуют каких-то гарантий платежеспособности. В идеале это должен быть контракт рабочий в компании Великобритании или подтверждение средств, которые у вас есть на счету, желательно в нероссийском банке. Но в тот момент, когда я арендовал квартиру, вполне себе, так сказать, учли мои выписки из Тинькофф Инвестиции по тем акциям, которые у меня на тот момент там были. Еще питерская биржа была не заблокирована. В общем, вполне себе, так сказать, агентство недвижимости рассмотрело все эти документы. Сейчас с этим посложнее. Во-первых, выписку вы не получите из Тинькофф Инвестиции. Вот. А во-вторых, не очень понятно, как они вообще будут реагировать на российские деньги. Но я потратил еще там какие-то деньги для того, чтобы купить мебель, которая мне нравится, или технику, которую я буду использовать. Но тут, опять же, выбор за каждым. И я знаю, что есть возможность снять и жилье под свой бюджет, есть возможность въехать уже в обставленную квартиру, и всегда есть возможность как-то, там, не знаю, договориться с лендлордами или с агентством о том, чтобы не вносить огромный депозит, но это может потребовать от вас значительно больше времени и усилий, чем в истории, связанной с депозитом на полгода, например. Ну а если у вас есть приглашение от британской компании, или вы там устроились сами и работаете, вообще никаких проблем быть не должно. Туризм и миграцию действительно путать не стоит, и я, к счастью, довольно рано это понял, и это одна из причин, почему я живу сейчас не в Америке, не в Италии, не во Франции, а в Великобритании. В общем, до того, как переехать в Великобританию по Global Talent, я был в Лондоне несколько раз. Более того, я как-то путешествовал даже один и, в общем, блуждал по улицам Лондона, и в какой-то момент мне пришло осознание, черт, в принципе, я мог бы здесь жить. Вот это вот чувство, что это место мое, и я могу тут жить, оно случалось со мной, ну, может быть, раз или два в жизни. Мой город — это точно Москва, до сих пор является любимым, обожаемым, в общем, самым родным. Ну и, в общем, таким городом вполне себе может стать Лондон, и уже в какой-то мере становится, потому что Москва самый любимый, самый удобный, но Лондон самый красивый, например, город Земли, ну еще и, в принципе, довольно удобный. Про Великобританию есть очень много страшилок и разных, в общем, не знаю, предубеждений, которые я много слышал, когда жил в России, про то, что это туманный Альбион и вечные дожди, и, в общем, там все мокро, сыро и погода дрянь.
И британцы вообще жуткие снобы, и вообще кругом одни, так сказать, выходцы из Индии, арабы и китайцы, и все ужасно дорого, и вообще тут, если ты не олигарх, то тебе делать нечего, и чтобы поесть тебе ни в коем случае вкусно не удастся, потому что Великобритания это вообще не про еду, и то, что Британия ничего толком не научилась производить, ни сыр, ни вино, ни часы, ни шоколад, в общем, ни машины. И какое же было мое удивление, когда оказалось, что вообще все это неправда. От А до Я. В Британии, в Лондоне можно очень вкусно поесть. Я вам лично могу порекомендовать несколько клевых мест, в общем, где за достаточно адекватный ценник или не за адекватный, смотря какие у вас требования, ожидания, можно поесть так же вкусно, как в Москве, например. В Москве можно поесть вкусно всегда. По поводу погоды. Какое же было мое удивление, когда спустя 2 года проживания в Лондоне выяснилось, что в Лондоне количество солнечных дней, ну, раз так, не знаю, может быть, в 1,5 больше, чем в Москве. И зима, например, лондонская, это 8-10 градусов тепла, голубое небо, примерно в половине случаев, и редкие дожди. Чего совершенно не бывает в Москве, где 7 или 8 месяцев в году у тебя просто серое небо, так сказать, земля от неба не отличается цветом. Оказалось, что климат в Лондоне, может быть, за счет потепления, может быть, за счет Гольфстрима или чего-нибудь еще, намного теплее, и фактически это Сочи. За текущую часть зимы я не видел снег здесь ни разу. При этом я вижу пальмы, зеленых попугаев и синее небо. Вот, и хожу в пуховичке, и периодически встречаю на улице людей в шортах, которые бегают или просто прогуливаются. По поводу того, что британцы снобы, за уже там, не знаю, 2,5 года я не встречал ни одного британца или британку, которые посмотрели бы на меня криво, которые отказали бы мне в помощи, которые были бы со мной невежливы, которые бы мне не улыбались или каким-то специфическим образом относились бы ко мне из-за того, что я русский, имею красный паспорт. Ничего такого. Исключительно поддержка, исключительно какая-то симпатия, приятная коммуникация, желание помочь. Все очень лавли. Дороговизна Лондона очень сильно переоценена. И, опять же, занимаясь не только Британией, Америкой, Европой, я, например, могу сказать, что Америка значимо дороже. И даже если пересчитывать это с учетом американских зарплат, которые выше, Лондон дорог местами. Ну, то есть все, что связано с арендой и покупкой недвижимости, да, это дорого. А то, что связано с транспортом, тоже дорого. Все остальное не очень дорого. Есть возможность и на налогах сэкономить, в кавычках, вот, оптимизировать всю эту историю. Если говорить про, так сказать, какие-то бытовые расходы, связанные с продуктами, не знаю, там, с посещением спортзала, с одеждой, то это траты сопоставимые с тем, что я трачу в Москве, без шуток. При этом те же продукты, которые я покупаю в супермаркете, качеством выше, а стоят они столько же, сколько в Москве. Больше всего в Лондоне впечатлил меня сам Лондон, потому что когда я до этого приезжал сюда как турист, естественно, я входил по каким-то базовым достопримечательностям, но в конечном итоге, когда я уже обрел здесь какой-то новый круг друзей, которые рассказали мне про город, которые просто взяли меня условно за руку и поводили по тому, что называется настоящим Лондоном, да, по тем местам, которые, может быть, находятся немножко вдалеке от туристических маршрутов, я постепенно стал переоткрывать для себя этот город и понимать, куда на самом деле я попал. И многие вещи были для меня вначале неочевидными, но потом открылись в полной мере. Например, невероятная просто совершенно красота этого города, который ни с чем не сравнится. Я действительно считаю, что ни один другой город на планете Земля вот по концентрации красоты, архитектурной какой-то, не знаю, общей стилистической, не сравнится с Лондоном. И это не туристический Лондон. Это какие-то райончики, это город лоскутное одеяло, потому что это конгломерат, да, и помимо там каких-то центральных районов, Вестминстер, там, не знаю, Сохо, Сити, есть куча райончиков, например, тот же Хэмпстед, Canary Wharf, есть Ричмонд, который там, все эти Хэмпстед, Ричмонд, это были маленькие городки, сателлиты Лондона, которые в какой-то момент влились в эту метрополию, да, и
стали ее частью, но при этом не потеряли свою эту уникальность, свой архитектурный стиль, свое комьюнити. И те же хэмстедцы, они называют себя хэмстедцы, да, потому что они продолжают хранить в себе вот эту вот культуру, вот этот вайб, да, небольшого города. И все эти районы, куда бы вы ни попали, там, не знаю, Ноттинг-Хилл, Челси, Кэмден, Хэмпстед, Ричмонд, Кеннери Уорф, не знаю, Сауак, да, в общем, Южный берег, они настолько разные, они настолько отличаются визуально, они настолько отличаются по составу тех людей, да, вот какому-то этническому составу, культурному составу. И вот это разнообразие, это великолепие, вот это вот отношение к частной собственности дает какую-то невероятную красоту. Например, какие сады, отношение к своему дому, к своим соседям, к фасаду, к освещению, к каким-то культурному наследию, да, каким-то там, не знаю, антикварным штучкам. Ну, то есть вот это вот все этого очень много. Это невероятно бережное отношение. И плюс еще это отношение не только к себе и к тому, с чем ты непосредственно соприкасаешься, это еще отношение к соседям, к своему комьюнити, то, что русскому человеку понять очень сложно, потому что у нас все эти высокие заборы, да, и у нас вот этот вот есть узкий круг, это твои родственники, ближайшие друзья, а все, кто за забором, это враги. Мы не очень-то дружим, да, с нашими соседями, мы не знаем наших соседей по личной клетке. В Британии не так. В Британии комьюнити, вот это вот небольшое комьюнити имеет огромное значение. И когда ты строишь, например, какую-то красивую оградку, заборов здесь нет, то ты думаешь не только о том, что видишь ты, но и о том, что будет видеть человек за забором, будет ли ему красиво, поэтому ты сделаешь эту оградку так, чтобы он, проходя мимо, улыбнулся или подумал: господи, как это великолепно, бережно, вот там кустик какой-то, живая ограда, да, или там каменная кладка, или еще что-то. Мой сосед обо мне подумал. Вот этого совершенно нет в России, и это есть в Великобритании, и это просто невероятно крутая штука, которая дает вот этот, ну, какой-то уникальный облик городу, и, на самом деле, не только городу, но и стране. Есть такой момент, связанный с ассимиляцией, интеграцией в новую среду, особенно если ты уже взрослый человек, а мне 41 год, мне не 23 года, когда ты можешь легко влиться в новую культуру, стать частью этого мирового сообщества. Вот я знаю многих своих сверстников и людей постарше, которым невероятно сложно влиться в эту новую культуру, в языковую, и они остаются в этом своем пузыре. Вот классический пример, он хоть не из Британии, но тем не менее очень созвучен. Это Брайтон-Бич в Америке, где люди вот живут в этом законсервированном состоянии, в этой советской реальности 80-х, 70-х, и совершенно из нее не выезжают, даже физически находясь в Америке. И многие из них до сих пор не говорят даже по-английски, и знаю, что их дети тоже не говорят по-английски. То есть такой вот мир в мире, да. Здесь тоже такое есть, и есть некоторые люди, которые продолжают общаться исключительно в рамках своего российского комьюнити, или там, не знаю, если это там, например, индусы, китайцы, то в рамках своего, и не интегрируются в местные какие-то, в местную среду, обычаи, культуру и всего прочего. Я сразу понял, что я так делать не буду, и я постараюсь сделать все для того, чтобы выходить из этого своего пузыря и пытаться каким-то образом знакомиться с культурой, общаться с местными, общаться с этими нейтивами, и с точки зрения изучения языка, и с точки зрения погружения в культуру. И для меня это решение вылилось в то, что я пошел учиться в британский вуз, и я думаю, что это было невероятно правильным решением, и мне каждую неделю я тратил какое-то количество часов на то, чтобы коммуницировать с местными, с британцами, людьми там других культур, которые так же, как и я, приехали. И это сильно как-то меня сняло барьеры вот между моей внутренней культурой и внешней. Это очень круто, я всем рекомендую. Даже если вы не готовы идти учиться, ну, не знаю, идите в психологическую группу. Они здесь есть даже бесплатные. Да? Просто посидите, послушайте других людей, пообщайтесь, неважно, какого толка это будет группа. Там. Это отличная практика. Или займитесь волонтерством. Это очень
часто распространенная практика даже среди очень богатых людей в Великобритании волонтерить. И когда вы знакомитесь, часто вас спрашивают, а вот какую общественно полезную деятельность вы делаете, да, и это может быть какой-то точкой общих интересов и точкой сближения, помимо прочих других. Мне сложно сказать, что изменилось в моей жизни и связано ли оно напрямую с переездом. Но ключевое, наверное, это то, что я перестал чувствовать себя вот таким вот заложником, что ли, одной страны, если так можно вообще выразиться, да, и одной культуры. Я понял, что мир большой, что он на самом деле ближе, чем я думал, и он намного более открытый, чем я думал. И многие процессы, вещи, культуры, они на самом деле становятся и всегда были универсальными. И ты можешь в целом чувствовать себя дома, находясь в Лондоне, и ты можешь находить какие-то общие темы, общаясь с людьми совершенно из других мест, стран, городов, культур. И вот эта вот общность с миром, она, наверное, таким ключевым фактором изменений для меня стала. Ушел из найма спустя 20 лет из большого корпоративного, из сегмента, да, больших корпораций. И теперь я предприниматель, теперь я совладелец своего бизнеса, причем бизнеса международного, потому что мы зарегистрированы в Евросоюзе, и наша команда, она распределена по миру. Мы сидим и во Франции, и в Великобритании, и в Америке, и в Грузии, и в Армении, и вообще черт что знает где, и на Бали. Вот это ощущение того, что ты можешь быть вместе со своей командой, находясь даже в очень разных частях света, он сильно меняет, когда ты сидишь у себя дома в какой-то предсказуемой реальности, у тебя налажен быт, у тебя есть вот там как бы зарплата, которая тебе с определенной регулярностью падает, у тебя есть социальный капитал, который тебя поддерживает, развивает, и ты всегда можешь на него положиться. В общем, оказавшись в новой реальности, без вот этого вот гарантированного, да, так сказать, 5-20, когда тебе там падает денежка на карту, оказавшись в ситуации, когда часть твоих денег заблокирована в Тиньке или там, не знаю, на иностранных биржах или по каким-то там другим принципам. В общем, ты действительно впадаешь в такой вот тонус некоторый, я бы назвал это так, и оказываешься в ситуации, когда снова нужно крутиться, снова нужно вертеться, нужно придумывать, нужно перестраховываться, нужно искать какие-то варианты. И это, с одной стороны, точка роста и развития, потому что ну, сколько можно там, почивать на лаврах, вот, давай бегай тут. А с другой стороны, ну, это действительно большой стресс, это накладывает определенную какую-то нагрузку, да, потому что эту неопределенность, ее нужно выносить ее нужно долго, возможно, бесконечно. Ответственность нужно нести не только за себя, но и за сотрудников, которых ты нанял, вот, и отчасти за свою семью, потому что их тоже нужно поддержать, и близких. В общем, это все сильно меняет отношение к планированию, отношение к деньгам, отношение к распределению рисков, к тому, как и на что ты тратишь деньги. И в моем случае, ну, это какое-то такое качественное изменение, в котором я до сих пор нахожусь. Если говорить про быт, то я бы не сказал, что какие-то вещи меня прям шокировали, потому что все-таки Лондон, он довольно сильно похож на Москву, и он действует по тем же принципам, как и любой современный мегаполис. И это действительно такая там, западная капиталистическая культура, плюс-минус всем нам знакомая, всем, кто жил в больших городах. Вопрос, связанный с кредитной историей. В Великобритании с этим очень строго, и фактически для того, чтобы иметь возможность пользоваться кредиткой или, не знаю, там, в будущем купить квартиру в ипотеку, тебе нужно совершить какой-то ряд телодвижений, долгое время работать на этот свой кредитный скор, и нужно это делать определенными манипуляциями, что совершенно просто вот для человека из Москвы кажется невероятным, потому что какое-то время назад в Москве тебе впихивали эти кредитки просто на каждом перекрестке под любым соусом, только возьми, понимаешь, эти деньги, и тебя зарегистрируют в любом банке и вообще и дадут тебе все что угодно, рассрочку, кредиты, только возьми. Вот в Британии вообще не так. Следующий момент, это момент, связанный с налогами и с оплатой ваших bills, так называемых, это каких-то коммунальных счетов,
Что касается налогов, то в Британии прецедентное право, и все, что связано с налоговой системой в том числе, это, так сказать, огромное количество всяких правил, которые иногда друг другу противоречат, и вовсе не очевидно, как должна выглядеть твоя индивидуальная картина по налогам, по, там, не знаю, какому статусу налогового резидентства и того, как ты и что можешь делать или не можешь. Поэтому тут всегда требуются какие-то консультанты, всегда требуется какой-то индивидуальный подход, и важно найти своего специалиста. Это бывает непросто. А по поводу Bills, ну, вещь, которая меня вначале шокировала, то, что когда ты живешь в России, ты вообще не думаешь про коммунальные платежи. Тебе просто приходит одна бумажка, там, не знаю, в почту или почтовый ящик физический, и ты оплачиваешь. Делаешь это примерно за секунды. Если говорить про Великобританию, то тут нет государственных провайдеров услуг, тут есть частные компании, нужно отдельно зарегистрироваться в каждой. Тебе нужен отдельный контракт с поставщиком воды, с поставщиком газа, электричества, не знаю, там коммунальных каких-то услуг на районе, интернет, телефон. В общем, это все целые истории. С каждым из них контракт, который тебя к чему-то обязывает, это какие-то правила игры, которые ты должен соблюдать, критерии, которым ты должен соответствовать, это какие-то манипуляции, связанные там с регулярностью платежей, качеством этих платежей, опять же, твоей, там, не знаю, кредитной истории условно. И это удивляет, потому что это прям вот большое количество телодвижений, которые ты должен делать для того, чтобы, казалось бы, просто заплатить за коммуналку. А так, в целом, Лондон очень развит в плане предоставления услуг, и каких-то проблем нерешаемых, ну, пожалуй, нет. Больше всего в Великобритании меня раздражает, ну, не знаю, Брексит, наверное, меня больше всего раздражает в Великобритании. Я до сих пор думаю, что это, наверное, такое одно из самых спорных решений, принятое, так сказать, британским народом. Вот, насколько я знаю, это был референдум, проголосовали. В общем-то, для многих неожиданно то, что британцы решили выйти из состава Евросоюза. Тут действительно большой вопрос, он спорный, непонятно, кто в итоге оказался прав, но это решение сопряжено с большим количеством издержек, особенно для людей, у которых этого британского паспорта нет, такие как я еще его жду. Я не могу просто сесть в поезд на Сент-Пенкрас, это такой вокзал в центре Лондона, и поехать в Париж. Хотя ехать мне на поезде примерно 2 часа под Ла-Маншем, потому что мне нужна виза, мне нужен Шенген. Даже с учетом того, что у меня есть Global Talent виза и BRP Великобритании. Это бесит. И вот, собственно, тот процесс получения визы шенгенской или какой-то другой, который есть в Великобритании, в Лондоне, он очень бесючий. Я думаю, что это специфика не только Великобритании, но и вообще нового какого-то мироустройства, политической ситуации в мире. Ну, в общем, оказывается так, что получить шенгенскую визу в Лондоне, обладая британским BRP, сложнее, чем получить, например, в Москве. Как ни парадоксально это звучит. Такое предубеждение, что в 40 плюс лет люди уже не заводят друзей, им это дается невероятно сложно, вследствие, не знаю, там ригидности какой-то, или бог его знает чего. Но оказалось, что в моем случае совершенно это все не работает в плане предубеждений, а наоборот работает установление новых связей, дружба. И мне повезло, действительно, я нашел новых друзей за эти 2,5 года в Великобритании. В основном это, конечно, русскоязычные люди, и это люди, которые уже давно живут в Лондоне. Например, у меня есть очень хороший друг, который здесь уже 18 лет. Это такие же релоканты, как и я, но среди них есть и британцы. Я не знаю, можно ли назвать это вот прям дружбой в таком классическом понимании, но это некие там тесные эмоциональные связи, которые сложились в университете, которые сложились в моей психологической группе, потому что я больше года был в психотерапии на английском языке с британцами, и надеюсь, что я смогу возобновить эту практику. Это очень такой тесный, интимный контакт в хорошем смысле этого слова. Да, это возможность поделиться какими-то своими переживаниями, историями, понять, что есть какие-то вот другие люди, которые живут в другой культуре,
В общем, мне это удалось, и я этому невероятно рад. И, в общем, я продолжаю как-то нарастать и приобретать эти новые знакомства. И это самая большая ценность, наверное. Главный урок, который я вынес из своего переезда, ну, их несколько. Первое, глаза боятся, руки делают. Как это не банально звучит, но то, что кажется страшным, невозможным, сложным, скорее всего, таким и будет. Но это все решаемо. Со всем можно справиться. И то, что казалось невозможным, вполне себе возможно. И в этом смысле язык действительно до Киева доведет, или лучше сказать, до Лондона. Нужно позаботиться о том, чтобы была какая-то подушка, чтобы она была желательно в стране, в том месте, где ее не могут заблокировать или еще что-то с ней может случиться, потому что, наверное, худшее, что может случиться с человеком в чужой стране и в чужой среде, это оказаться в какой-то момент без доступа к средствам. Поэтому, если вы планируете переезд, очень хорошо подумайте, что будет, если, в общем, вы окажетесь в каких-то сложных ситуациях, и, ну, будет ли у вас какая-то сумма, на которую вы сможете рассчитывать. Для меня компания Relocate — это первая компания, с учредителем которой я являюсь. Это мое детище. Мы делаем эту компанию в партнерстве с моим хорошим другом Алексеем Поповичем. Мы знакомы, были знакомы лет 10, наверное, до того момента, когда стали бизнес-партнерами. И Леша серийный предприниматель, у него в этом смысле опыта больше. И Леша предложил мне в какой-то момент, будучи сам иммигрантом, он уже там 3 или 4 года живет во Франции, у него французский паспорт, и он прошел эту процедуру переезда, довольно болезненного в его случае, да, связанного с какими-то там потерями и личными, и финансовыми. И Леша прошел этот путь во Франции, я прошел путь в Великобритании, и в какой-то момент мы решили просто объединиться и помогать людям, которые, как и мы, сталкиваются, в общем, с такими сложными задачами, связанными с интеграцией в новую среду, с переездом, с финансами, там, с квартирами, с легализацией, со всем этим. И это то, что близко нам, это то, что мы умеем делать, это то, что мы проходили сами, и у нас есть какой-то свой ценный опыт. Это то, что случалось с нашими друзьями, коллегами, и в этом месте мы можем быть полезными. И это то, что очень нам понятно, и нам просто интересно и приятно этим заниматься, помимо всего прочего. И особенно приятно получать хорошие отзывы и хорошие отклики от нашей работы. И, к счастью, их довольно много. И это, наверное, даже приятнее порой, чем получить какую-то денежку за свою работу. Строя наш бизнес, мы делаем огромную ставку на репутацию. И действительно, как бы начинали мы его с того, что мы оказывали сервис своим друзьям, своим коллегам, текущим, бывшим. И, не знаю, там среди наших клиентов, например, огромное количество людей из России, из Украины. И там не только из Казахстана, из Узбекистана, из Белоруссии, в общем, из Сербии. И это люди, с которыми там как-то мы пересекались, или мы там знакомы через одно-два рукопожатия. И для нас было критически важным, особенно на первом этапе существования бизнеса, сделать так, чтобы люди прошли с нами процесс получения там ВНЖ, ПМЖ и переезда максимально комфортно. И чтобы они могли порекомендовать нас своим друзьям. И вот именно на это мы делали ставку. Это такой во многом бутиковый сервис, наверное, в нашей голове. Но по прошествием времени мы поняли, что мы не хотим это менять. И мы хотим делать так, чтобы каждый человек, который к нам пришел, чтобы он в конечном итоге рассказал что-то хорошее про нас своим друзьям. Мы действительно помогаем с каким-то качественным изменением в жизни и берем за руку в тот момент, когда человек не уверен, да, и как пройти этот путь с минимумом стресса, мы как раз это и помогаем сделать. Минимизировать стресс, минимизировать временные, денежные издержки и переехать с максимальным комфортом.
Говорить про Великобританию, то есть две основные визы, которыми мы занимаемся. Это Global Talent и это Innovator Founder. Это визы очень похожие с точки зрения возможностей, которые они предоставляют заявителям. Они супер удобные, они достаточно простые в сравнении там, с некоторыми другими в других странах для получения. Они действительно дают максимум возможностей, требуя минимум, особенно Global Talent. Но вот если говорить про инноватор, у нас сейчас достаточно большой поток клиентов именно стартапов, и это невероятный кайф, когда к нам приходит фаундер или целая команда фаундеров, иногда просто с сырой идеей, и мы ее докручиваем, мы допридумываем. Мы действительно, ну, для нас это прям бизнес-проект, да, как-то вместе с командой стартапа завернуть это во что-то, что действительно потом полетит. И более того, в рамках программы «Инноватор Founder» наша работа не заканчивается в момент, когда податель получает одобрение или команда, да, проекта получает одобрение. Дальше есть еще чекапы в течение 3 лет. Мы вместе идем с клиентом, мы сопровождаем его. И это какой-то большой проект, в который мы вместе идем. И это круто, это очень интересно, это разные бизнесы, это какие-то новые знакомства. Это очень разные экспертизы, там и бизнес-анализ, и там умение работать с акселераторами, и какие-то финансовый анализ, и проектный менеджмент. В общем, это то, что мы умеем делать, это та экспертиза, которая у нас есть. Это очень крутые ребята, которые у нас этим занимаются, и это очень крутые наши клиенты по Америке, по Франции, по Великобритании, которые к нам приходят. И вот стартапы, наверное, это наше сейчас самое любимое, вот с точки зрения именно процесса работы над кейсом, потому что это сложно, это интересно, это очень разноплановая работа, она требует многих компетенций, и это очень крутые новые знакомства, не знаю, там синергия, нетворк и все прочее. Мне очень нравится один кейс, я часто, так сказать, к нему обращаюсь в разговоре с какими-то нашими, не знаю, партнерами, клиентами. Я не могу называть имена, естественно, потому что все наши клиенты, они, в общем, под NDA, мы не можем разглашать личные данные. Они с семьей, это жена и там 2 или 3 детей небольшого возраста, жили на тот момент в Израиле. Они туда переехали из России, и в Израиле им не очень нравилось, им было там жарко, шумно, они, в общем, не понимали, как бы, как общаться на языке, читать какие-то вывески в магазинах. Ну, как-то, в общем, не очень им нравилось. И клиент пришел с запросом, что я хочу разные варианты. Я хочу вот и Францию, я хочу Великобританию, я хочу Америку. Я вот хочу себе, так сказать, максимальное количество возможностей и ПМЖ, и ВНЖ. Мы сделали ему французскую визу визитер в рекордные сроки, потому что там жена как-то сильно была недовольна, она очень хотела переехать во Францию. И мы организовали им все документы, мы нашли им квартиру во Франции, мы помогли устроить ребенка в школу, мы помогли решить кучу бытовых вопросов, связанных с переездом. И вся семья села в самолет и уехала из Израиля во Францию за неделю до начала очередной интифады. И вот этих вот всех событий. И потом нам эта семья писала и очень горячо благодарила. Говорила: ребята, ну, может быть, вы даже нам спасли жизнь, потому что, так сказать, настолько быстро, эффективно сработали и вообще закрыли такое количество наших каких-то главных болей и запросов. И эта семья потом с нами сделала еще другие визы, от них приходили клиенты по рекомендации. И это было так приятно, это просто вот какой-то бальзам на душу, когда мы получаем такие отклики, когда мы понимаем, что мы действительно влияем на что-то, на что-то очень важное в жизни людей, да, то, что затрагивает вообще какую-то базу их, да, где ты живешь, с кем, насколько ты в безопасности, насколько тебя радует окружение, в какой квартире ты живешь, в какую школу ходит твой ребенок, на каком языке ты говоришь. Мы на все это можем повлиять, мы можем людям помочь в очень сложных разных аспектах их жизни. Это круто, и круто получать такие отзывы, и круто, когда получается помочь.